Всем привет! Сегодня у нас, надеюсь, что интересный расклад. И прежде чем начать, сразу предупреждаю. Нет, не про проживание арканов. Карты читают то, что они показывают. Не буду я строить расклады так, чтобы вам понравиться и читать, например, десятку мечей, как там все будет хорошо, а башню читать, как будто вы домик с любимым построите. Такого не будет. Поэтому не готовы к правде, за лапшой в другие места. И, конечно же, приходите в проживание арканов. Вы научитесь читать карты в потоке, потому что каждую энергию аркана вы пропустите через себя. И, конечно же, приходите в манифест. В манифесте вы научитесь ставить защиты, чистить себя, чистить дом свой от негативной энергии. Полностью все. И обязательно приходите в эзотерическую библиотеку и в закрытые расклады. В эзотерической библиотеке более 900 книг и аудиокниг разной направленности. Эзотерика, самопознание, саморазвитие. Очень много марафонов иностранных. И в закрытых раскладах более интересные расклады, более глубокие. И также там есть практики. Итак, это только для тех, кто, кто может себе позволить сделать такой подарок. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Здесь мы выбираем по камешкам. И кто выбрал первый вариант, как всегда, передо мной бумажка с вопросом, какое кармическое наследие из прошлой жизни формирует твою сейчасшнюю реальность. Именно сейчасшнюю. Кто у нас? Лингвист и так далее. Я разговариваю с вами на кураптоновском языке. Ну смотри, судя вот по этой связке, в прошлой жизни у тебя была такая привычка слишком долго закрываться от мира и все на себе тащить, пока не окажешься, как говорится, на пределе. Ты шла в одиночку, даже там, где можно было помощи попросить. Ты все время думала, лучше уж я сама, чем кому-то там доверюсь, получу удар в спину. И это сделало тебя выносливой, но еще и забрало легкость. Жизнь стала, знаешь, такой бесконечной защитой своих границ. В итоге карма принесла это в эту жизнь. Тебе сейчас трудно по-настоящему впустить людей в личное пространство. Ты можешь общаться, можешь смеяться, даже частично доверять, но глубоко только очень в крайних случаях. И после множественных проверок. У тебя, наверное, подруга даже со школы с тобой. При этом ты постоянно начеку. Как будто ждешь, что вот кто-то начнет к тебе пробиваться, а тебе придется отбиваться. Поэтому вот в ключевые моменты срабатывает твой вот этот стоп внутренний. Не рванешь вперед, пока не убедишься, что все под контролем. И вот этот вечный режим обороны — это и есть твой кармический багаж. Как эта карма проявляется в жизни? Ну, знаешь, ты часто оказываешься вот в эмоциональных подвешенных состояниях. То есть, когда какая-то там ситуация требует решимости, ты можешь зависнуть, потому что внутри включается сравнение, взвешивание, поиск момента идеального, поиск там эфемерного с первого числа.
Это оттуда же, из старого опыта, который научился тебя, что одно неверное движение, и тебе, как говорится, дорогого будет это стоить. В отношениях это проявляется, что ты просто не спешишь делать окончательный выбор. Даже когда ты знаешь, что тянуть уже нельзя, есть у тебя внутренняя пауза. Такая вот, а вдруг еще рано, а вдруг там можно без этого как-то обойтись. И вот в этот момент ты как будто сама себя останавливаешь. А в эмоциях у тебя склонность глушить вот эти колебания, прям до тишины глушишь. Не проигрываешь ссоры в открытую, а скорее ты уходишь в режим наблюдателя. Из-за этого мужики думают, что тебе все равно, хотя на самом деле ты просто баланс держишь, чтобы контроль не потерять. Что сделать можно, чтобы сбалансировать эту карму? Ну, знаешь, тебе нужно научиться соединять холодную голову и горячее сердце. То есть, вот знаешь, правосудие силы, оно, знаешь, про то, что баланс для тебя — это не закрытие чувств, а умение включать их без потери здравого смысла. То есть это значит, что там нужно перестать относиться к доверию как к угрозе, но и не раздавать ее направо-налево, понимаешь? То есть четкие личные принципы должны работать вместе с вот этим внутренним спокойствием. Когда держишь вот это уравновешивание, себя могу защитить и могу открыться, вот тогда карма перестает качать вот этот маятник из крайности в крайность. Плюс сила намекает, что тебе нужно перестать решать все через жесткость или там отстраненность. Гибкость и мягкая настойчивость, они больше дают, чем этот удар кулаком по столу, понимаешь? Это непривычно, потому что в прошлой жизни ты привыкла выживать через жесткий контроль. И здесь же твой рост в том, чтобы опираться и на чуткость, понимаешь? Совет. Восстанови внутреннее ощущение, что вот ценность твоя не зависит от того, сколько ты выдержишь или там на что ты согласишься во имя других. В этой жизни у тебя есть возможность быть свободной в своих решениях и при этом жить в достатке, как эмоциональном, так и денежном. Знаешь, карты говорят, что вот время пришло перестать быть, как сказать, вот солдатом на посту, ну, в личной жизни. Не нужны вечные настороженные там проверки, поиск подвоха. Кармически тебе дают возможность построить жизнь, где вот близость, комфорт, они рядом идут вместе с внутренней твоей независимостью. По сути, знаешь, нужно выработать свой собственный вот код чести, исследовать ему, но без самопожертвования. И это не про то, чтобы там всех подпускать близко. Нет, это про то, чтобы не держать себя в заперти там, где тебе точно безопасно. И когда ты начнешь жить не из позиции там, чтобы выжить, да, а вот из позиции, чтобы радоваться, вот тогда и пойдет настоящая балансировка твоей кармы из прошлой жизни. Все просто. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты — это какое кармическое наследие формирует твою сейчасшнюю реальность. Сейчасшнее слово есть такое. Ну, знаешь, ты в эту жизнь идешь с багажом опыта, где тебе вот приходилось принимать очень жесткие решения. Даже если это ломало людей или там целые ситуации ломало вокруг тебя. В прошлой жизни ты по картам была таким человеком, власть у тебя была, влияние, ты умела вот лишнее без всяких слез отрезать.
У тебя в той жизни не было времени на сомнения. Надо было действовать быстро, иначе бы рушилось все. И ты умела быть холодной, ты умела быть рациональной, точку ставить там, где вот другие пытались из жалости или из страха тянуть. Но была и обратная, конечно, сторона. Ты много раз сама оказывалась в позиции, где вот за твою ошибку платили окружающие. И ты видела эту цену собственных промахов. И этот опыт, он, знаешь, он вот жестко зафиксировал тебе привычку все контролировать и не доверять чужим каким-то решениям. Потому что в глубине сидит память о том, как вот чужая некомпетентность, да, она оборачивалась катастрофой. И в этой жизни ты снова несешь в себе это качество, то есть умение рубить по-живому и себя вести как вот, как сказать, как стратег. Даже если это выглядит, что у тебя души нет. Ну, безжалостно прям. Только теперь к этому всему добавился страх потерпеть поражение и чувство личной ответственности за все, что делаешь. Из-за этого что получается? Ты сама на себя давишь, иногда даже рушишь что-то раньше, чем оно успевает вырасти. Просто чтобы не дать из-под контроля все выйти. Как эта карма проявляется в отношениях и эмоциях? Ну, знаешь, ты в отношениях, ну, редко даешь себе расслабиться. Давай объективно смотреть. Если чувствуешь угрозу, подвох, то сразу реагируешь моментально и жестко. Даже если, как сказать, не было, как сказать, ну, по-своему поняла, когда человека. То есть даже не давала человеку шанс объяснить. Ты привыкла перехватывать инициативу, чтобы первым делом себя защитить. И этим ты часто ниточку обрываешь, которую еще можно, как говорится, поправить, связать, завязать. По эмоциям это, знаешь, в чем проявляется? Что ты не умеешь быть вторым номером. То есть тебе сложно жить в ожидании, пока вот кто-то решит там за вас обоих. Ты действуешь, и часто даже быстрее действуешь, чем вторая сторона успевает даже определиться. И это создает ощущение, что в твоей жизни все постоянно в движении, но много обнулений. Это будто вот ты сама запускаешь вот этот механизм конца, чтобы не оказаться в положении, где с тобой поступят, ну, как сказать, наклонят, да, образно говоря. И есть еще один нюанс. Ты знаешь, ты видишь, как можно переделать человека или там любую ситуацию, и тебе кажется, что у тебя реально есть рычаги все улучшить. И вот от этого самого кармического опыта, где вот от твоих действий действительно зависела судьба целых процессов, но в отношениях это оборачивается борьбой за контроль. У тебя постоянно споры, если у тебя есть мужик, чей пульт, кто где спит, кто как спит, кто телевизор включает, то ты во всем хочешь быть правой. И у тебя огромное нежелание принимать, что кто-то тоже может по-другому совершенно действовать. У тебя, то есть, знаешь, как все, проще говоря, есть правильное мнение, и оно твое. Даже если оно неправильное, как говорится, все равно правильное. Что ты можешь сделать, чтобы сбалансировать эту карму? Ну, знаешь, тебе важно перейти из вот этого режима управляющего в режим создателя. То есть вот оставить себе внутренний стержень, да, и способность решения хорошее принимать, но перенести фокус с контроля на построение. В этой жизни твоя проверка– это научиться строить систему, в которой все держится не только на тебе, понимаешь? А у тебя как? Есть мнение, и оно только твое правильное. И знаешь, ты должна дать шанс себе доверить вот другим ключевые позиции, понимаешь? И при этом не вмешиваться, если они не так делают, как ты. Это ни в коем случае не значит там бездействовать, да? Но это про выбор.
где твое слово решающее, а где вот лучше отпустить и посмотреть, чего получится, чего натворят. В прошлом ты единолично управляла всем, и поэтому карма сейчас требует обратного, выстраивать вот этот общий фундамент, передавая часть власти и часть ответственности. То есть в любых сферах, от работы до там личной жизни, перестань быть единственным вот этим гарантом стабильности. Пусть твой вклад будет как вот, как сказать, как в поддержке, так и в планировании, а не только вот в жестких финальных решениях. И это создаст тебе вот эту систему баланса, которой в прошлой жизни тебе вообще не хватало. Совет. Планируй стратегически, но мгновенной отдачи не жди. Знаешь, сейчас твой ресурс, он в терпении, в долгой выстроенной игре и вот в этом умении сохранить веру в результат, даже если первые плоды крошечные. Ты умеешь пахать на перспективу. И жизнь тебе сейчас дает именно такую задачу. Не рвать, не перестраивать на ходу, а позволить процессу дозреть. Понимаешь? Важно сейчас вот сместить внимание вот с этого немедленного исправления недостатков на поддержку долгосрочных там начинаний. Своих, чужих, общих, неважно. Не бросать отношения или там дела не бросать при первых сложностях, а сохранять их до момента, когда они, естественно, сами по себе выйдут на новый уровень. И знаешь еще, твоя карма чистится, когда ты вот не только добиваешься своего, но и делаешь так, чтобы и другие рядом росли. Потому что даже в отношениях ты, как говорится, генерал всея мира. Нужно, чтобы другие тоже росли. Потому что у тебя чаще, знаешь, как отношения заканчиваются? Словами «он не растет вместе с тобой». То есть ты не видишь то, что твой партнер тоже растет. А он не может, ты его изначально задавила. Понимаешь? Другие тоже должны расти. Не нужно их давить. Они не растут, потому что ты давишь. Ты лентяй, ты такой-то и прочее, и прочее. И не только в отношениях. Во всем ты давишь людей. И рост людей, он будет медленным. Но именно в нем для тебя есть золотой ключик. Если перестанешь вот рубить все с плеча, да, и научишься паузы вот эти выдерживать, чтобы люди другие тоже росли, отдача придет и тебе. И гораздо больше, чем ты там сейчас можешь себе представить только. Я надеюсь, что ты поняла, о чем я говорю, но я думаю, что поняла, потому что здесь у меня только умненькие девочки меня смотрят. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Какое кармическое наследие из прошлой жизни твою реальность формирует? Ну, знаешь, у тебя очень узнаваемый такой кармический отпечаток. То есть в прошлой жизни у тебя был такой длинный период, когда ты была вынуждена тормозить свои желания, там, свои амбиции, свои начинания, все тормозить. Хотела, но откладывала. Могла, но ждала там момент подходящего вот этого эфемерного. И он все время уплывал. И это тянулось настолько долго, что внутри у тебя сформировалась привычка сначала замирать, а потом только действовать когда-нибудь там с Нового года, с 1 числа, с понедельника и прочая вот эта херня. Там, где можно было рфануть и взять, ты выжидала. И в итоге на финише приходилось
как сказать, бросаться в скачку в последний момент и все равно не успевать. Потому что, потому. И вот этот сценарий, он пришел с тобой в эту жизнь. Ты умеешь держать себя в выжидании этом, но потом ты резко включаешься по максимуму, иногда даже на голом адреналине. Твои любимые слова — это дедлайн, я не успеваю, жизнь несется. Потому что до этого что? Сидел на попе ровно. Мало того, ты многое не успеваешь. Вот простой пример, да, там скидки в магазине и так далее. Ты думаешь, это всегда так будет. Хоп, а там наоборот в 30 раз дороже стало. Это твоя нормальная ситуация, твоя нормальная жизнь. Ты нигде или на голом адреналине бежишь, или не успеваешь. Вот это твоя жизнь. Ты под конец идешь в этот бой, да, образно говоря, уже в состоянии усталости. Потому что перед этим ты долго думала, долго переваривала, долго собирала этот, чемодан мыслей. В итоге жизнь складывается так, что импульс у тебя запаздывает, но потом вызывает вот этот взрыв активности. Кармически это урок о том, что ты слишком долго разогреваешься перед стартом. Иногда все уже к финишу пришли, а ты только, как говорится, собралась. И ты упускаешь простые победы, которые приходят к тем, кто просто сразу пошел. И неважно это про что. Как эта карма проявляется на твоих отношениях и эмоциях? Здесь прям все в личную сферу. Ты всегда берешь на себя больше, чем нужно, тащишь, думая, что так безопасней. У тебя в голове лучше самой все сделать, чем там на кого-то надеяться. Но в реальности ты просто грузишь себя лишним, никому не нужным и даже тебе не нужным. И не потому, что там тебя просят, а потому, что у тебя внутри сидит страх, что если не ты, то никто. И вот это вот твоя, как сказать, это поговорка по жизни. Если не я, то никто. Или еще одна вот есть, забыл. Как она вот, когда хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сама. Вот. Если это тебе знакомо, расклад твой, здравствуйте, опоздулька. Извиняюсь. Новое слово мы с тобой придумаем. И вот это тоже из истории прошлой жизни, где любое упущение считалось твоей виной. В отношениях это, знаешь как, если рядом кто-то тянет меньше, чем ты автоматически берешь его часть. Или даже, знаешь, как вот кредит мужик взял, это просто пример. Кредит мужик взял, не справляется, ты давай я тебе помогу. Несмотря на то, что ты женщина, он мужик. Я понимаю, что партнерские отношения и так далее, но у мужика тоже должны быть, как говорится, свои мозги. Понимаешь? И вот это все выглядит, как будто ты спасаешь или поддерживаешь, но по факту ты сама загоняешь себя в перегруз. Ты хотела там, если примерами брать, да, потому что мне говорили, примеры говорят, то непонятно говоришь на каком-то бусурманском языке. Вот смотри, если пример, у тебя есть деньги, это просто пример. У тебя есть деньги, а у тебя в планах в понедельник на маникюр, в пятницу волосы покрасить, на следующую через неделю за квартиру платить, еще через неделю там массаж. Это пример, да? Но появляется бусурманин. Светочка, у меня денежек не хватает. Я помру, наверное, на днях. И вот это вот ерунда про вот это вот, ой, помоги мне. И в итоге ты берешь как перегруз. Ты отдаешь им, помогаешь, там, деньги и так далее и тому подобное, да? Это я с тобой без кураптоновского языка сейчас разговариваю. Вот смотри, помогаешь ты ему, и в итоге твой массаж, который через 3 недели, ты не пойдешь, а денег-то нету, что делать? На маникюр отменила, ты помогла,
И вот так вот перегруз выглядит. И это не обязательно в деньгах. Во всем ты так делаешь. Энергия, там твоя страсть к делам, хобби и так далее. Ты все раздариваешь, берешь на себя чужое. И внутри это что делает? Да, ты добрый человек, ты умничка, ты золотко, ты партнер, прям дед бы даже на тебе женился, но у тебя это копит раздражение внутри. Ты же понимаешь, что баланс уходит, но бросить это трудно, отказать тоже трудно, потому что мы все такие сердечные, все, извиняюсь, все сердечные, все умнички и так далее. Потому что у тебя привычка дотаскивать чужое до конца. Эмоционально это выливается в уход, когда уже совсем не вмоготу. Когда сил нет, а мужик там, например, не понимает, как тяжело тебе до этого было, а он там пришел, когда у тебя куча денег, да? Ну, как тебе объяснить? Тяжело было копить, если возьмем тот пример с маникюрами, да? Но мужик приходит, и у тебя все хорошо, а ты-то прошла какое говно, чтобы у тебя эти были деньги на маникюр. И у тебя что получается? Вот это все рано или поздно взрывается, и просто ты резко уходишь без долгих разговоров. Для других это как будто вот вдруг ушла, а для тебя это абсолютно логичный конец, к которому ты шла молча, просто копила в себе. Ой, что я могу сделать, чтобы сбалансировать эту карму, написано у меня следующий вопрос. Знаешь, перестань пытаться контролировать чужую жизнь, чужой путь, чужие решения. Ими занимайся спасательством. Вот и все. Даже можно все, пока, дед с тобой рядом и так далее и тому подобное. И вот король жезлов с дьяволом, они тебе прям орут, что ты в глубине стремишься держать все под управлением своим, даже если это подается как забота, да, как на блюдечке с голубой каемочкой. Проблема в том, что это удержание людей в привычных рамках тянет из тебя кучу ресурсов. Деньги, энергия, силы, вообще все. Для баланса важно перейти в состояние, где ты не управляешь каждым шагом чужих для тебя людей, даже если это твой любимый мужичонка с коробчонку. Понимаешь? Ты не управляешь жизнями других, не пытаешься им помочь, они взрослые люди, они не пятилетние дети, и задаешь общий вектор отношений с вашей, с мужиком, с подругами, неважно. Пусть человек сам выберет, как идти, пусть сам получает за свои решения. Представляешь, как можно? И это сложно будет, потому что у тебя вот есть гиперопека, у тебя также гиперопека за всеми окружающими людьми, но это не гиперопека, а гиперконтрольная опека. Я не знаю, как это правильно сказать, но ты поняла меня. И это сложно, потому что твоя сильная сторона – это стратег и лидер. А отпустить контроль для такого типа, как у тебя характера, это как заново учиться дышать. Но без этого программа из прошлой жизни не развяжется. У тебя развяжется только пупок. Так кармическая задача здесь – осознанно отказываться от вмешательства, где, как сказать, человека надо оставить с его опытом. Пусть опыт набирается, паразит. Даже если ты видишь, что он ошибается, кое-как ползет и так далее и тому подобное, твое сердечко – это, как сказать, не должно распыляться на ошибки чужих для тебя людей, которые тебе даже не родня. Понимаешь? И вот баланс наступит тогда, когда ты сможешь быть рядом, но
как сказать, не внутри процессов этого мужика, который он сам дорожку выложил себе в тупик. Пусть разберется. Понимаешь? Совет какой? Живи спокойно в моменты нестабильности. Вот примерно так вот. То есть, вот смотри, колесо с пятеркой, оно, знаешь, говорит, что тебя будет штормить из-за чужих провалов. Потому что в твоей привычке бросаться, спасать во что бы то ни стало. Я тебе по-другому скажу, знаешь, я один раз ринулся, я плавать не умею, спасать тонущего. Ну, я думал, что он тонет, надо мной прикалывались просто. А я плавать не умею. В итоге я чуть сам не утонул. Но у меня был я с бутылкой побежал в воду. Ну, пустая пластиковая бутылка. Ну, а что мне делать? Надо бежать, спасать, хоть ты плавать не умеешь. Так вот, ты бросаешься спасать людей, которые тонут, а плавать ты не умеешь. Вот как я тогда. Понимаешь? Тебе нужно научиться выдерживать этот дискомфорт от того, что ты не спасаешь. Не хвататься за чужую ответственность, даже ты, если видишь, что у человека все на грани. Понимаешь? Тут совет, знаешь, простой по сути, но он сложный в исполнении. Легко сказать, тяжело сделать. Дед, как говорится, тебе может много наговорить, но сделать трудно. И вот ты должна перестать подменять своим ресурсам чужие решения. Оставь за собой право помогать только тогда, когда это не ломает твои планы. Это я про твои через 3 недели маникюры. Ну, это я тебе про пример. Понимаешь? Чтобы это не ломал ни твои планы, ни твое здоровье, ни твой ритм жизни. Если какой-то процесс рушится без тебя, значит, он должен рухнуть. Вот просто вот так вот. И это не твой минус. Это вообще не твои проблемы даже. Я согласен с тобой, тебе непривычно будет наблюдать там за чужими падениями. Но именно это, карма вот эта, она так чистится, когда ты позволяешь миру самоисправляться без твоего вот этого руля. И при этом ты не теряешь свое место силы. Ты выравниваешь собственный путь и перестаешь проживать жизнь за кого-то другого. Понимаешь? Вот понимаешь, тебе обязательно в проживании арканов, ссылки будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Если расклад прям взбудоражил тебе душу, то есть прям вот тютелька в тютельку про тебя, тебе в проживании арканов ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И всегда помни, что дед всегда рядом.